Мне бы хотелось рассказать свою историю встречи с Чупакаброй. Да, ребят, я реально сталкивался с этим существом, и я просто не могу не поделиться своей историей с вами. Также у меня есть одна большая, важная на сегодня цель, а именно поймать Чупакабру в этом лесу. Оно выглядело очень страшно. Это была помесь собаки и какого-то кенгуру. Знаете, она стояла на задних лапах, и они были похожи на лапы кенгуру. Я выбегаю через задний вход дома. Таким образом, мы с вами начинаем охоту на живца. Ребята, я вплотную подобрался к ловушке, которую мы поставили. Всем привет, друзья! Меня зовут Максим, и это канал Ghost Hunters. И я снова в лесу. Чего я сюда приехал? Правильно, чтобы снимать всем так полюбившуюся рубрику крипота, в которой я хожу по лесу. И, как следствие, как обычно показывает практика, что-то меня, да, пугает. Надеюсь, что сегодня ничего страшного не случится. Но все-таки какая цель сегодняшнего пребывания у меня в этом лесу? Мне бы хотелось рассказать свою историю встречи с Чупакаброй. Да, ребят, я реально сталкивался с этим существом, и я просто не могу не поделиться своей историей с вами. Также у меня есть одна большая, важная на сегодня цель, а именно поймать Чупакабру в этом лесу. Либо взрослую Чупакабру, да, особь, либо детеныши. Я, в принципе, буду согласен на все. Я подготовил определенную ловушку. Вот, я думаю, что она должна сработать. Сразу стоит отметить, что я приехал не в тот лес, в который я приезжал раньше. Это не городской лес, это далеко-далеко за городом находится. Так что лес огромный, лес настоящий, лес большой. Здесь будет гораздо-гораздо интереснее. Все. Я предлагаю выдвигаться, искать место, где я могу рассказать свою историю, а также найти место, где поставить ловушку. Так. Ну все. Я все сделал, что надо, закрыл машину, чтобы никакой медведь сюда не забрался в нее. И начинаю свой, ребята, путь вместе с вами. Ля, это что висит? Это что такое висит прямо? Паутина? Нифига она. О, ладно, обойдем ее. Неохота как-то паука на себя нацеплять. Так, это, да, это самый мощный режим фонаря. Да, вот это деревья здесь, конечно, страшные достаточно. Заметьте, этот лес, он несколько отличается от того, где мы были с вами два предыдущих выпуска про лешего и про снежного человека. Тут лес несколько другой. Там, получается, мы шли справа и слева были густые заросли, а здесь вот хотя бы дорога, и видно более-менее, что происходит справа-слева. Я несу камеру на штативе, чтобы в случае чего быстренько ее поставить и что-то предпринять, если вдруг на меня выбежит какой-то зверь или непосредственно сама неизученная еще Чупакабра. Да, что касается моей истории. Ух ты, я думал, какой-то шалаш стоит из деревьев, а это просто так деревья поставлены,
что касается непосредственно моей истории, то да, был у меня такой случай, даже не один, но я расскажу самую такую, одну из самых красочных историй о встрече с Чупакаброй. Да, я, пожалуй, не буду сбиваться с дороги с этой, уходить куда-то влево, вправо, потому что нахер оно мне как бы надо. Я могу просто тупо заблудиться. Тут один неверный шаг, и ты где-то я не знаю где. Сейчас я, наверное, вот так вот камеру возьму. Это не очень удобно. И буду как бы идти, и одновременно фонарь будет работать с камерой, поворачиваться. Бляха, идешь, и тень от листиков создает эффект того, что кто-то прошел. Но, конечно, никто не прошел. Посмотрите, какие здесь деревья. Да, это, конечно, страшные деревья. Вот. Я просто почему снимаю так все одним кадром, одним, скажем, дублем? Да чтобы просто показать, что здесь за лес, куда я приперся в очередной раз. Вот. Но спасибо всем большое за такую просто невероятную какую-то невероятный отклик на предыдущих видосах. Мне и самому нравится эта рубрика, на самом деле. Так, посмотрите, сколько здесь мусора. Вот. Так, пометка какая-то. Синяя пометка. Наверное, для тех, кто здесь часто то ли на каких-нибудь квадроциклах, то ли на байках. Тут просто частенько проходит мероприятия. Люди приезжают, катаются, но я могу точно сказать, что ночью здесь никого нету. Я специально сейчас на секунд 30 помолчу, чтобы вы подслушали звуки леса ночного. Ну вот как-то все вот так вот. Страшно. Ну да, на самом деле частично да. Но все-таки в том лесу, в котором мы были в тех выпусках, блин, там как бы людей встретить шансов прям вот 50 на 50. Здесь же встретить человека шансов прям практически ноль. Практически ноль. Вот мне интересно, что вот за тем поворотом, видите? Потому что это вроде как небольшой такой перекресточек вон туда и, ну, туда не совсем дорога, так что погнали, сходим вперед. Интересный случай. Недавно в городе заметили лису с бешенством, так что это было в городе, а я сейчас в лесу. Подобные животные больные, они в принципе здесь, наверное, не редкость, я так понимаю, раз уж они в город забредают. Бешеные вот эти вот, спотыкнулся. Лисы, вот. Ну, не знаю, по-моему, животные, страдающие бешенством, действительно могут забредать в город гораздо чаще, чем здоровые. Ух ты. Это листва. Листва пугает. Листва прямо не за меня сегодня. Ладно, ребят, буду производить следующее включение уже непосредственно на месте. Камера, фокусируйся. Друзья, смотрите, нашел вот такое вот место, и
мне для моей ловушки нужна палка. Вон, кстати, я ее вижу. Вот она, я прям на нее свечу, в принципе, подойдет. Сейчас буду рассказывать, в чем дело, и показывать, что я... Ты кто? Грибы растут на дереве, глянь. Глянь-ка, что. До чего дошел прогресс. Короче говоря, сейчас буду ставить камеру и показывать все-таки, что я собираюсь здесь сделать. Ребят, вот такое вот место я нашел, чтобы непосредственно начать раскладывать ловушку на чупакабру. Что понадобится, что вообще надо знать в ловле чупакабры в лесу, в, скажем так, диких условиях? Да все на самом деле очень просто. Смотрите, первое, что нам необходимо. Самое, что ни на есть, обычная картонная коробка. Она служит непосредственно вот этой вот клеткой, кейсом, который будет падать на чупакабру. Дальше. Дальше нам понадобится палка. Вот такая вот самая обычная палка. Ничего в ней сверхъестественного, ребята, нету. Она нужна нам, чтобы подпирать саму коробку. Дальше. Следующий, самый важный элемент во всем этом. Тушка курицы. Да, можно взять, естественно, любое мясо. Можно взять сосиски, можно взять колбасу, можно взять даже пельмени на чупакабру. Это тоже реально я ловил. Но все-таки гораздо лучше чупакабра реагирует, скажем так, на курицу. Ведь если мы с вами внимательно послушаем легенды, то в каждой легенде, истории чупакабра, она в сараях пьет кровь из куриц. Это факт. Так что зачем усложнять себе охоту? Я взял курицу. В общем, ребят, та палка, которую я брал, вот это, она не годится для моей ловушки. Я пошел. Я думаю, что звуки вы слышали. Вот такую раздобыл палку, поломал там ее. И вот таким вот образом сейчас сделаю ловушку. Опа. Вот. Все. А непосредственно под низ уже идет, ребята, наша приманка курица. Вот, посмотрите. Самое, что ни на есть, натуральная курица. Ее видно. Что мы должны сделать? Мы должны положить ее прямо под коробку, и тогда, когда чупакабра побежит за ней, палка упадет, а коробка ее захлопнет. Давайте действовать. Ну вот, прошу, ребята, посмотреть сейчас вот сюда. Посмотрите, на самом деле ничего трудного во всем этом нету. Коробка есть, есть. Палка есть, есть. Курица есть, есть. Она у всех есть. Так что можете, в принципе, мастерить подобные ловушки сами, если вас частенько в вашем селе или деревне, или там дачных каких-то массивах беспокоит чупакабра. Таким образом, мы с вами начинаем охоту на живца. Ну, так, живец, конечно. Но это гораздо лучше, чем что-то другое. Курица, она есть курица. Чупакабра все-таки больше на курицу клюет. Так что, ребята, давайте уходим в засаду. И там я вам и расскажу свою историю встречи с чупакаброй.
Ребят, моя история — это история из жизни, которая действительно запоминается на всю жизнь. И я не могу ее просто не рассказать вам, ведь это всем так полюбившаяся рубрика «Крипота». Дело было летом. Мы с отрядом из 3 человек, я был третьим, пересекали леса, поля, преодолевали реки. А все для чего? Мы исследователи. Мы искали НЛО, паранормальное, снежных людей, леших. То есть это была такая мини-экспедиция. Нас было 3 человека. Первый — это Рыжий, так мы его звали, худощавый, вечно ныл, что ему тяжело идти. И второй — это Петр. То есть вот таким вот отрядом мы шли. Мы действительно устали. Вот, мы устали, и, наверное, наша экспедиция длилась уже 2 сутки. И тут мы видим на небольшой возвышенности домик. Домик, я бы не сказал, что был маленький, но и он не был особо-то и большим, на самом деле. Мы видели, что там горит свет, решили постучать. Несколько раз постучали, ждем, никто не открывает. Стучим еще раз. Опять тишина. Стучим 3-й раз. И слышим, как по всей видимости, длинному коридору раздаются такие шаги, не спеша, можно даже сказать, волочась. Дверь открывается, и перед нами стоит бабушка. В этом доме жила бабушка. Она жила там одна. Мы объяснили ситуацию, что, мол, так и так, мы устали. Можно, пожалуйста, войти как-то отдохнуть, потому что больше у нас сил нету. Да, она нам разрешила. Мы действительно спокойненько зашли. Разместились. Разместились мы в каждой своей комнате. То есть у меня была своя, у Рыжего была своя, и у Петра была своя. Вот. И получается, что у этой бабки тоже была дальняя комната. Вот. А посередине всех этих комнат, то есть центральная комната, это была кухня. То есть все комнаты выходили в кухню. Ну, бабушка есть бабушка. Она нам накрыла стол, чтобы мы, конечно же, с комфортом перекусили, поели. Ведь уже ночь на дворе, куда идти, все-таки мы уже здесь. Поэтому она нам наложила вот своей еды. И так вот, невзначай в разговоре сказала, что у нее есть проблема. У нее есть на самом деле серьезная проблема. Говорит, видите вот эти яйца? Видите вот это вот мясо куриное? Мы говорим, да, конечно, очень вкусно. Она говорит, ну так вот это последнее, что вы съедите. Вот именно вот куриного производства вот этого всего. Мы говорим, а почему так? Почему последнее? Она говорит, а больше нету. Ну, мы ее переспросили, а почему больше нету? Ее ответ нас шокировал. Шокировал, наверное, это даже мягко будет сказано. Ведь мы давно за этим охотимся, мы это давно ищем, мы вот всем вот этим отрядом. А это все оказалось здесь под боком. Она сказала, что всех ее кур, практически всех, их осталось всего 2 или 3, она тогда сказала, просто перебила чупакабра. По ночам приходила в сарай и убивала куриц, то есть высасывала из них кровь. Для нас это был просто какой-то клондайк. Мы просто невероятно обрадовались. Рыжий даже поперхнулся и чуть не сдох на этом моменте. Потому что действительно мы нашли то, что давно искали. Именно место, где обитает чупакабра. Парни, с которыми я был, вот эти 2, это мои действительно очень хорошие знакомые, с которыми я преодолел очень много. Царство им небесное. Ну и узнав эту историю, мы действительно решили остаться на 1 ночь, на 2, на 3, как нужно.
Главное, чтобы мы поймали это существо. Бабка ушла в комнату, а мы сидим, обсуждаем всю эту ситуацию. Она ушла спать. Мы сидим, обсуждаем всю эту ситуацию. Как быть, что делать, как поймать существо. И знаете, дверь в коридор, которая была прямо перед нами, она была приоткрыта. И мы видели весь темный коридор. Действительно мы это не учли. Мы должны были сразу же, после того, как мы узнали об этом существе, о том, что оно здесь водится, закрыть эту дверь. Но мы были слишком обрадованы шокирующей новостью. Я сижу, кушаю, как вдруг я слышу странный звук. Такой, это был даже, наверное, не лай и не вой. Это было что-то среднее между собакой, каким-то волком, может быть, по звуку. И я слышу, что по полу как будто идут вот звук передвигающихся лап, вот с когтями. Я толкнул этих двоих, говорю, прислушайтесь, посмотрите, что-то как будто есть. И в этот момент из кромешной тьмы потихонечку появляется морда, горящие красные вот эти вот глаза. И это существо, мы уже поняли, что это была чупакабра. Но в этот момент мы просто не могли двигаться. Оно выглядело очень страшно. Это была помесь собаки и какого-то кенгуру. Знаете, она стояла на задних лапах, и они были похожи на лапы кенгуру. Но при этом собачья пасть. Просто мы как будто бы оцепенели. Мы не могли двигаться, мы смотрели на это существо. Оно было в проеме, то есть вот в этом коридоре, там где-то в темноте. И тут сдали нервы у Петра, у него, у первого. И у идиота на самом деле уже, как оказалось. Он резко начинает, просто встает из-за стола, выкидывает эту тарелку, она вылетает на рыжего. Он мечется, он не знает, куда деться. И он не придумал ничего лучше, чем залезть на подоконник и в маленькую, на самом деле, форточку. Вот он на самом деле не худой, он довольно пухлый. Он полез в эту маленькую форточку на крышу. Я пока наблюдал за вот этой картиной, я смотрю, рыжий уже убежал в какой-то чулан, там открывает этот, погреб, не погреб, деревянную вот эту крышку и поднимает ее. И туда прыгает. Ребята, он прям туда прыгнул и закрылся. Я остаюсь один. Я остался один за этим столом. Что мне оставалось делать? Я беру, я же не глупый. Я бегу к этой двери, быстро закрываю дверь и защелкиваю ее на защелку. Смотрю, вон там рыжий, Петр, который полез на крышу, он там, видимо, зацепился за какой-то выступ. И вот эта вся черепица начала сыпаться, и он упал. Он упал прямо на какой-то торчащий снизу кол. Картина была довольно жуткая, реально жуткая. Я выбегаю через задний вход дома. Это, получается, для меня был выход. Оббегаю, смотрю, труп. Все. Человека больше нет. Вот. Только что он ел куриное мясо, да, и яйца. А вот так случилось, что вылез в форточку и просто стал трупом. Я принимаю решение заходить обратно в дом, посмотреть, что там с рыжим. Я открываю этот подвал, смотрю, труп. По всей видимости, крышка этого подвала хорошо была захлопнута и зажата. Тем самым он умер от удушья.
кислород не поступал. А он боялся вылезти. Блять, лучше бы вылез. Иначе бы он, вот, если бы он вылез, он бы выжил. Реально выжил бы. Просто умер банально от удушья, ребята. От удушья. Я понимаю, что я остался один в этой непростой ситуации. И бабка вот эта вот, она, ее, по сути, тоже дни сочтены. Потому что, когда существо видит, что в доме действительно есть люди, все, им уже не нужна никакая курица. Я открываю, ору в этот коридор. Эта чупакабра разворачивается и убегает. А я бегу за ней. Я бежал за ней километров 30-35, наверное. Понимаете? Я был весь в репейнике, я был весь в каких-то вот елках, в шишках. Я весь изранился. У меня в ногах были 33 иглы от елки, понимаете? Я возвращаюсь обратно к дому, так и не догнав чупакабру, так ее и не поймав. Я вернулся обратно к бабке, зашел к ней в комнату, она спит. Я вот так вот ее укрываю одеялом и говорю: теперь вам ничего не угрожает. Весь в крови стою. То есть, понимаете, вот такая вот история. Больше, естественно, подобных напарников у меня никогда не было. Жалко было их, реально жалко. На утро я оттуда ушел. Так что, ребят, вот такая вот история была у меня, связанная с чупакаброй. А сейчас я думаю, что пора пойти проверить ловушку. Ребята, я вплотную подобрался к ловушке, которую мы поставили. Я не ожидал такого результата. Действительно, она сработала, она захлопнулась. Я быстро прыгнул в траву, на пол, и сейчас лежу, буду потихонечку подкрадываться. Я не знаю, что там, но она захлопнулась. Я вам сейчас это покажу. Только нужно подползти немножечко поближе. Да, ребят, действительно, ловушка накрыта. Сейчас я вам покажу ее поближе. Не знаю даже, что делать. У меня нету с собой ни топора, ни ножа, ничего колющего, как говорится, режущего. Придется брать голыми руками. Я напрыгну на нее прям так. Посмотрите, ловушка и вправду захлопнулась. Вон коробка. Камера не фокусируется, но коробка перевернута. А значит, там кто-то есть. Берегись, падла! Блин. Ребят, эта тварь оказалась гораздо умнее меня. Коробка действительно упала, но курицу она унесла. Ёбаный рот. Как так-то? 500 рублей на ловушку. 500 рублей. И она не сработала. Блин. Придется ловить ее еще раз. Но уже не сегодня. Блин. Замотался нахер. Друзья, если вы досмотрели это видео до конца, значит вам действительно было интересно. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем. Не забываем про группу ВКонтакте, а также про наш телеграм-канал.
Все, переходим по всем ссылочкам, подписываемся. Всем до встречи в следующих видосах.